Вы открываете глаза, но не можете пошевелиться. Грудь тяжелая, в комнате ощущается чье-то присутствие. Вы полностью в сознании, но парализованы. Это пугающее явление называется сонным параличом, сбоем на границе между фазой быстрого сна и бодрствованием. Обычно, во время фазы быстрого сна, мозг отключает ваши мышцы, чтобы вы не разыгрывали сны в реальности, но иногда ваш разум просыпается раньше тела, и вы оказываетесь в ловушке. Многие люди сообщают, что видят тени, слышат шепот или ощущают рядом нечто зловещее. Эти галлюцинации кажутся реальными, потому что центр страха в мозге, миндалина, очень активен. Сонный паралич удивительно распространен. Примерно каждый 4-й человек сталкивается с ним хотя бы раз. Он чаще возникает при стрессе, недосыпании или нерегулярном режиме сна. Несмотря на весь ужас, это явление безвредно и временно. С точки зрения неврологии, оно возникает из-за несогласованности химических процессов в фазе быстрого сна, особенно связанных с гамма и глицином, которые подавляют двигательную активность. Исторически это состояние объясняли демонами или сверхъестественными нападениями, но современная нейронаука показывает, что это сбой мозга во время уязвимого переходного состояния. Эмоциональная интенсивность делает переживание незабываемым. И как только кажется, что хуже уже быть не может, некоторые сны становятся еще мрачнее, выходя далеко за пределы страха. Вы только начинаете засыпать, как вдруг, бац, ощущаете, будто падаете, ваше тело вздрагивает, или, может, вы слышите громкий хлопок, видите вспышку, или ощущаете, как кто-то шепчет ваше имя. Эти внезапные странные моменты называются гипногогическими галлюцинациями, и они происходят на хрупкой границе между бодрствованием и сном. Когда мозг отключается, системы выключаются быстрее, сенсорные сигналы затухают, но цепи, отвечающие за сновидения, активируются. Именно тогда случаются странные сбои, визуальные вспышки, случайные звуки или ощущение парения. Это еще не сны, но уже и нереальность. Эта сумеречная зона может длиться секунды или минуты. Некоторые люди часто испытывают это, а другие никогда не замечают. Это безвредно, но очень странно. Веками эти ощущения считались духовными или паранормальными. Наука показывает, что они возникают из-за попытки мозга отпустить контроль, продолжая обрабатывать окружающую среду. Творческие умы использовали это состояние для вдохновения. Сальвадор Дали и Томас Эдисон оба задерживались в этой зоне, чтобы поймать сюрреалистические идеи перед тем, как уснуть. Мозг, лишенный фильтров и отключенный от реальности, позволяет воображению разгуляться. Но у этого неограниченного доступа есть и темная сторона, потому что иногда сон не просто удивляет вас, он бьет туда, где вы наиболее уязвимы. Можно ли умереть от сна? Это звучит как сюжет фильма ужасов, но редкие реальные случаи показывают, что это возможно. В конце 1970-х годов молодые мужчины из Юго-Восточной Азии умирали во сне без явной причины. Свидетели сообщали, что перед этим они кричали или метались, а затем замирали. Врачи назвали это синдромом внезапной необъяснимой ночной смерти – сонднесс. Позже ученые обнаружили связь с редким заболеванием сердца, называемым синдромом Бругада. Сильный стресс, кошмар, может вызвать смертельные нарушения сердечного ритма у предрасположенных людей. Но в некоторых случаях сердечных дефектов обнаружено не было. Единственная зацепка – наполненные страхом сны. Сон с движением, REM, эмоционально насыщен. Мозг переполняется активностью, особенно в областях, связанных со страхом и памятью. Обычно это сдерживается химической регуляцией, но в крайних случаях может перегрузить системы организма, вызывая опасный скачок сердечного ритма. Хотя это случается редко. Подобные случаи показывают, насколько могущественен разум во сне. Он не просто имитирует страх, он способен вызывать настоящие физиологические реакции. Сны кажутся реальными, потому что во многом мозг воспринимает их как реальность. И если они не убивают, сны сталкивают нас со странными мыслями, с идеями, не нашими. Во сне вы спорите с кем-то, и этот человек говорит что-то гениальное, но вот в чем подвох. Вы не придумывали эту реплику заранее. Она пришла от них, хотя на самом деле никакого них нет. Это все вы. Почему ваш мозг создает идеи, которые кажутся чужими? Во сне, особенно в фазе REM, мозг разделяет функции. Логическая префронтальная кора затихает, а эмоциональные и сенсорные области активны. В результате ваш мозг ведет обе стороны разговора, не привлекая к этому ваше сознательное руководство.
Персонажи снов часто кажутся независимыми. Они говорят неожиданные вещи. Иногда они действуют против вашей воли. Это потому, что ваш разум импровизирует, используя фрагменты воспоминаний, эмоций и творческие скачки. Это повествование без рассказчика. Вот почему сны могут казаться происходящими с вами, а не исходящими от вас. Это объясняет, почему некоторые верят, что сны несут послания или имеют внешние источники. Это ваш мозг, отключенный от реальности, переписывает опыт в реальном времени. И это происходит с поразительной энергией, потому что ночью мозг не отдыхает, он только увеличивает обороты. Без сознания, неподвижны, но внутри черепа – хаос, в хорошем смысле. Во время фазы быстрого сна, REM, мозг активнее, чем при бодрствовании. Кровь приливает к областям зрения, эмоций, памяти и движения. Это не отдых, а буря. Зрительная кора загорается, подпитывая яркие образы. Амигдала работает на пределе, вызывая сильные эмоции. В то же время логическая префронтальная кора мозга остается в основном неактивной, позволяя снам течь без правил и ограничений. Это объясняет, почему сны кажутся такими эмоциональными и часто лишенными смысла. Меняются и нейромедиаторы. Уровень ацетилхолина повышается, усиливая умственную стимуляцию. Серотонин и норепинефрин снижаются, убирая фильтры, формирующие логическое мышление. Ваш мозг становится площадкой для связей, метафор и быстрых симуляций. Зачем все эти усилия? Ученые считают, что фаза REM помогает нам перерабатывать эмоции, решать проблемы и перепрошивать воспоминания. Возможно, она также готовит нас к будущим испытаниям, проводя мысленные симуляции. Короче говоря, REM — это не время простое. Это самая креативная, эмоциональная и адаптивная фаза работы мозга. Именно она позволяет мозгу учиться, исцеляться и воображать так, как никогда не сможет бодрствующее сознание. Но за этим бурным потоком активности скрывается нечто еще более сложное – глубоко структурированный механизм, который и запускает сам сон. Каждые 90 минут ваш мозг погружается в фазу REM, когда сны становятся особенно яркими. Название этой фазы связано с быстрыми движениями глаз, которые происходят под веками. Но за этими вспышками скрывается сложная система. Во время REM мозг выглядит максимально бодрствующим, в то время как тело полностью обездвижено. Фаза REM наступает после того, как мозг проходит через более легкие и глубокие стадии сна. Первые периоды REM короткие, но по мере ночи они становятся все длиннее. К утру вы можете провести почти час в фазе REM. Это лучшее время для сновидений, образы становятся яркими, эмоции интенсивными, а логика непредсказуемой. В центре всего этого находится ствол мозга, особенно область, называемая мостом. Он посылает сигналы, парализующие тело, одновременно активируя зрительные и эмоциональные области мозга. Ацетилхолин резко возрастает, в то время как серотонин и норепинефрин падают до минимума. Эта необычная смесь создает идеальную среду для сюрреалистического ментального театра. Ученые считают, что фаза REM выполняет несколько функций. Она обрабатывает эмоции, укрепляет воспоминания и, возможно, даже помогает нам репетировать жизненные трудности. Ее уникальная химия позволяет мыслям быть нефильтрованными, способствует творческим скачкам и глубокой эмоциональной работе. REM — это не просто часть сна, это двигатель сновидений, который запускает симуляции, решает задачи и восстанавливает разум способами, которые мы только начинаем понимать. Но когда эта система дает сбой, сны могут становиться мрачными и порой пугающими. Вы просыпаетесь в холодном поту. Ваше сердце бешено колотится, что-то гналось за вами, или вы падали, или были в ловушке. Это был всего лишь сон, но ваше тело об этом не знает. Кошмары — это не просто плохие сны. Они представляют собой глубоко эмоциональные репетиции, коренящиеся в биологии мозга. Большинство кошмаров происходит во время фазы REM, когда миндалина, центр страха в вашем мозге, особенно активна. В то же время префронтальная кора, которая обычно успокаивает вас с помощью логики, отключена. Это значит, что эмоции выходят из-под контроля. Страх берет верх. Поскольку мозг строит сны на основе воспоминаний и эмоций, он создает пугающие сцены, чтобы им соответствовать. Но кошмары не случайны. Они часто отражают стресс, тревогу или травму реальной жизни. Ваш мозг может воспроизводить эмоциональные переживания в символической форме, пытаясь их обработать и нейтрализовать. Таким образом, у кошмаров есть своя функция. Они – часть эмоциональной уборочной команды мозга. Некоторые ученые считают, что кошмары эволюционировали инструменты для тренировки.
Имитируя опасность во сне, древние люди оттачивают инстинкты выживания. Ваш мозг учится распознавать, что такое страх, и тренируется реагировать на него без реальной угрозы. Тем не менее, частые кошмары могут быть вредны, особенно если они нарушают сон или повторяют травмирующие события. Но даже самые страшные из них – это обычно попытка вашего мозга исцелиться. И что удивительно, эта исцеляющая функция не ограничивается только страхом. Некоторые сны, кажется, проникают глубже, помогая нам осмыслить жизнь, потери и даже самих себя. Вы ложитесь спать подавленным. Просыпаетесь с облегчением. Ничего не изменилось, но что-то внутри сдвинулось. Тихая работа вашего мозга во время фазы быстрого сна. РЭМ. Сны, особенно эмоциональные, помогают справляться со стрессом, разочарованием и даже горем. Во время REM-сна мозг вновь активирует воспоминания и смешивает их с прошлыми переживаниями и эмоциями. Но вот в чем суть. Стрессовые химические вещества, такие как норепинефрин, резко снижаются. Это значит, что ваш мозг воспроизводит трудные моменты, не вызывая при этом полного эмоционального стресса. Это похоже на то, как если бы вы пересматривали болезненный момент, но с более безопасного расстояния. Эта функция работает как ночная терапия. Вы неосознанно решаете проблемы, но ваш мозг этим занимается. Он вновь переживает эмоциональные события, переосмысливает их и откладывает в памяти более спокойно. Люди, получающие качественный REM-сон, обычно чувствуют себя эмоционально уравновешенными, менее тревожными, лучше подготовленными к ежедневным трудностям. Когда REM-сон нарушается из-за стресса, лекарств или недостатка сна, эмоциональная регуляция страдает. Вы становитесь раздражительнее, менее сосредоточенными, более склонными к тревоге. Это как пропустить важную перезагрузку разума. Сны не просто отражают ваш эмоциональный мир, они помогают вам его исцелять. И делают они это с помощью странных, иногда красивых, иногда пугающих историй, которые ваш разум рассказывает сам себе. Но что питает эти истории? Что формирует их цвета, эмоции и яркость? Ответ кроется в химическом коде мозга. Внутри вашего спящего мозга тонкая смесь химических веществ определяет, будете ли вы видеть сны и какими будут эти сны. Это не случайно. Каждая молекула играет свою роль в формировании вашего мира сновидений. Во-первых, ацетилхолин. Во время REM-сна этот нейромедиатор резко возрастает, особенно в областях, отвечающих за зрительную память. Он отвечает за яркие, быстро меняющиеся образы снов. Без него театр вашего разума погрузился бы во тьму. Тем временем серотонин и норепинефрин, вещества, связанные с концентрацией и настроением, падают почти до нуля. Именно их отсутствие делает сны странными, разрозненными и лишенными логики. Вы становитесь без фильтров, без запретов. Границы реальности размываются. А еще есть дофамин, который немного повышается во время REM-сна. Он связан с эмоциями, вознаграждением и мотивацией, что объясняет интенсивность чувств во сне, как хороших, так и плохих. Во сне вы можете чувствовать эйфорию или ужас, и дофамин способствует этому. Еще два ключевых игрока – это гамк и глицин. Они блокируют двигательную активность, удерживая ваше тело в неподвижности во время REM-сна. Без них вы бы физически разыгрывали свои сны, что и происходит при редких расстройствах сна. Такая химическая среда создает идеальные условия для сновидений, ярких, эмоциональных и неограниченных. Если нарушить этот баланс с помощью лекарств, стресса или болезни, сны могут исчезнуть, измениться или усилиться. Но эти химические вещества не только делают сны возможными, они создают условия для самого мощного трюка мозга, создания целых миров, которые кажутся реальными, даже если вы знаете, что это не так. Вы летите по небу и вдруг осознаете, что это сон. Вы смотрите на свои руки, сосредотачиваетесь и управляете сном как режиссер фильма. Это осознанное сновидение – редкое состояние, когда человек осознает, что спит, и иногда получает контроль над сном. Осознанные сны обычно происходят во время фазы быстрого сна – REM. Но в отличие от обычных снов, префронтальная кора, область, отвечающая за самосознание, на короткое время активируется. В этот момент вы как бы просыпаетесь внутри сна. Некоторые люди испытывают осознанные сны случайно, другие осваивают техники, чтобы входить в них намеренно. К таким техникам относятся проверки реальности в течение дня, кратковременное пробуждение ночью с последующим возвращением ко сну или повторение намерения осознать, что вы спите. Эти методы подтверждены реальными исследованиями, и да, они действительно работают. Зачем кому-то вообще контролировать свои сны? Во-первых, это просто весело. Но помимо этого, осознанные сновидения имеют реальный потенциал. Люди используют их, чтобы справляться с повторяющимися кошмарами, репетировать сложные разговоры,
разговоры, развивать креативность и даже снижать тревожность. Сканирование мозга в осознанных сновидениях показывает уникальное гибридное состояние. Активность сна сочетается с бодрствующим сознанием. Это состояние не сон, не бодрствование, мост между мирами. Осознанные сновидения доказывают, что сознание гибче, чем мы думаем. Вы автор и актер своей вселенной. Во сне к вам приходит мелодия, история, образ, решение. Вы просыпаетесь вдохновленным. Это не редкость. История полна творческих прорывов, рожденных во сне. Пол Маккартни услышал мелодию песни «Yesterday» во сне. Структура молекулы бензола пришла химику Августу Кекуле во сне. Даже мысленные эксперименты Эйнштейна формировались под влиянием образов, похожих на сновидения. Почему это происходит? Во время фазы быстрого сна мозг делает смелые связи. Без фильтров логики идеи свободно соединяются. Далекие мысли смешиваются, образуя новые узоры. Результат – метафоры, изобретения, озарения. Ваш внутренний критик тоже отключается во время сновидений. Тот голос, который говорит «это глупо» или «это не сработает», замолкает. Творчество течет без осуждения. Это объясняет, почему сны часто бывают странными, но значимыми. Они отражают чистое порождение идей. Исследования показывают, что люди, спящие после творческого задания, справляются с ним лучше, чем бодрствующие. Сон помогает решать проблемы не грубой силой, а неожиданными скачками. Художники и мыслители на протяжении истории пытались уловить креативность сновидений. Сальвадор Дали держал ложку, засыпая, и просыпался, когда она падала, чтобы поймать идеи на пороге сна. Сны не только развлекают, они создают новое. И если вы научитесь слушать, они могут дать вам нечто большее, чем просто вдохновение. Они могут помочь вам понять самого себя. И это подводит нас к последней истине. Почему сны важны не только ночью, но и для всей вашей жизни. Мы проводим треть жизни во сне, но часто отмахиваемся от снов как от ерунды. Однако наука говорит обратное. Сны – это не просто ночной шум. Они – эмоциональные процессоры, творческие двигатели и мысленные репетиции, формирующие то, кем мы являемся. Они помогают нам справляться со страхом, разрешать конфликты и исследовать идеи. Они дают нам доступ к подсознательным воспоминаниям и чувствам, которые мы игнорируем днем. Они нарушают правила, перемешивают реальность и иногда раскрывают истины, с которыми мы не можем столкнуться наяву. Во сне мозг становится самым открытым, странным и честным. Вот почему содержание снов часто кажется более эмоциональным, чем реальная жизнь, и почему озарения, полученные во сне, будь то пугающие или прекрасные, могут остаться с нами навсегда. Даже если мы забываем детали, работа уже сделана. Мозг уже отсортировал, сформировал и перепрограммировал. Он обрезал старые мысли и вырастил новые. Он помог нам адаптироваться. Возможно, ты никогда не сможешь контролировать свои сны. Ты можешь не помнить их, но каждую ночь твой мозг создает истории. Дикие, глубокие, значимые, предназначенные не для отвлечения, а для развития тебя. В следующий раз, когда проснешься после чего-то странного, не отмахивайся. Твой разум, бодрствующий во тьме, показывает тебе, на что он способен.